Так, сейчас пару секунд подключаемся. Картинка, звук на месте. Окей. Так, ну если получится, то сегодня я добью 79-й. Надеюсь, данжи будут прокать так же, как и вчера. Ну и плюс у меня еще припасены пару квестов, которые я планирую сделать. Так, точно. Надо бы продать всякий мусор. Так. Всякая ненужная хрень. Тупо зелье уже куча ненужных старых. Так, еду, воду скину. И зелье тоже в первую сумку. Баешки. Баешки оставлю, я думаю. Пока что я закинул в банк, потом посмотрим, сколько они будут стоить на аукционе. Сундук. Ну ладно, у меня уже был как-то сундук, по-моему, на моем ДК. У меня просто разбойников пока нету. Я за разбойников особо не играю, поэтому я даже не знаю, стоит ли мне хоть что-то делать в этом смысле. Создавать ли мне разбойника, я не знаю. Ну или просто попросить какого-нибудь другого. Поэтому я, наверное, сундук, сейф точнее, скину своему ДК. Так, вот эти вот кольчужные шмотки сразу скину Ханту. А вот кожу и баешки скину в банк. Так, ну он даже еще не в половину даже не заполнен. Дополнительные слоты. Так, что там по моей мертвой гильдии? В игре все так же. Тут паладину я не знаю, наверное, буду ливать. Хотя мне так гильдия особо и не важна. Так, сейчас проверю полетки. Что там по полеткам в непогоду? Могу ли я сейчас их купить? Ну нет. Странно. Вот не помню, может быть, есть типа книга, которая обучает этому. Но она будет, наверное, стоить дороже. Коза. Как-то вот не помню. Ладно. Что у нас по квестам? Так, хорошо. Летим тогда пока что в Унупе. Там уже добьем квеста. Мне нужно просто открыть точку полета и так далее. Хотя можно сделать стартовые квесты, допустим. Так, ну, на взлетную полосу я там ничего не буду делать, потому что я никогда ее особо не делал. А вот с магами Долорана можно попробовать. Именно сделать вот все квесты, которые будут здесь, не перелетая туда, в Кладару,
А вот насчет квестов вот здесь, у клыкаров, я не знаю. Не очень хочу их делать. Это займет кое-какое время, да и там часто я буду в бою. Поэтому, ну, существует риск, то, что кто-то сможет меня заганкать. Давайте напишем в 5-м часе. Люблю порядок в сумках. Надо будет поменять также слоты. Когда я превращусь в форму древа. Жаль, что в форме древа у меня не повышается броня. Потому что, допустим, вот в балансе в форме броня повышается на целых 370%. Причем во время стана и еще снижается на 15% входящий урон. И помимо всего этого, ты еще получаешь 5% к криту и шанс на восстановление маны, когда попадаешь критами. Сингл таргет. Ну и плюс еще, естественно, все стандартные бонусы. Шейпшифтинга — это то, что решифтишься, ты можешь убрать всякие слоу-эффекты, и полиморф не действует на тебя. А тут вот этого нету. А бонусов на самом деле не так уж и много. А, погоди. Чё это я туплю? Тут получается... Как? Она тоже есть, да? Improved Munkin Form, да. Да, точно. То есть просто дело в том, что здесь простая Munkin форма дает броню. А здесь нужна улучшенная. Вот она. Просто я тут еще как раз таки хотел добавить то, что давали бы хотя бы, я не знаю, меньший процент к увеличению брони. И вот как раз таки, да, он есть меньше. Всего лишь 200%. Но это нужно еще улучшать, то есть вкладывать таланты в улучшенную форму древа жизни. Но нормально. Ладно. Тогда забираю слова обратно, потому что тут еще, кстати, да, тот самый бонус, который нередко смотрел, я, видимо, не обращал внимания на то, что она повышает броню, а именно то, что от духа повышает исцеление. Так, ладно, заранее себя бафну. Погнали. Сначала, наверное, поставлю точку полета здесь вот, на взлетной полосе, потому что там я ничего не планирую делать, поэтому лучше туда сразу все сдать. Просто квест сдать, поставить точку полета и все. И потом вернуться обратно. Сдал и забыл, и все. Для какие лягушки? Steam Frog. Паровая лягушка. Так, ну тут, я думаю, можно просто по дороге. Да, по дороге идти.
Блин, жаль, флайформы нету. Так, ладно. Получается, если я сегодня докачаюсь до 79-го, потом я буду его потихоньку одевать, это уже, наверное, вне стримов. Но что мне дальше-то делать? Там я еще параллельно прокачиваю 3 персонажей. Баланс друид уже тоже находится в Нардсколе. Ретрик 64-го левела. Ханта как раз таки вчера погонял по данжам, апнул 49-й. Так, ну, баланс будет иметь приоритет только для прокачки самого уровня и получения флайформа в Нардсколе. Одевать я его сильно не планирую. И вкладываться. Он будет у меня что-то типа собирателя, максимум. Чтобы чуть что в свободное время была бы возможность пофармить травы и продать их на аукционе. Похожая ситуация с Хантом, но лишь отчасти, потому что его, может быть, еще и одену. Попробую потринковать за него, хотя, ну, это вероятность маленькая, потому что за Ханта я сомневаюсь, что у меня что-то получится. Я просто не знаю, насколько он эффективен на 79-м левеле. Я знаю, что на 19-м ханты довольно популярны. Ханты, роги, ну и в личе еще и друиды. В личе еще друиды, просто потому что они на 16-м левеле уже получают травел форму. Так, стоп. А с ним... Ага. Тут только поговорить надо. Поговорить и сдать, да? Да. Ну, все, погнали. Так что да, пока мысли насчет ханта не знаю. У него еще, блин, и кнопок. Поэтому не знаю. За ханта я особо много не играю, так как я больше люблю ближний бой, если играть за ДПС класс. Или саппорт класса хилы, соответственно. Но тут уже вот друид есть. Рестор. Род паладин, не знаю, посмотрим, как получится. Ну, в этом плане я смогу сделать просто двойную специализацию для своего паладина, которую я тоже, кстати, 100% планирую прокачать как твинка. От паладина, да, он у меня сейчас 64-й. Я просто за ДК еще периодически собираю металлы. За пределе, допустим, сейчас, чтобы прокачать кузнечку до конца. И потом уже, когда прокачаю до 79-го этого паладина, чтобы не пришлось фармить отдельно металлы. Хотя не, ну как. Ну да, я потом просто удалю горное дело. Заранее там что смогу, там кобальт какой-нибудь собрать, то соберу. И все. Так, ну что, погнали. Тогда можем делать пока что вот эти вот квесты. Они нормальные, они уже даже low-level почти.
Где эти ящеры ближайшие? Их нету? Ладно, пойдемте тогда. Вот этого завалим. Нифига себе. Интересный дебаф. Так, сначала сделаю цепочку на вот, связанную с освобождением Архимага. А потом уже сделаю замеры в аномалиях. Там чисто 3 квеста. Ну и не знаю, если данж не прокнет... Не очень хочу в эту Хладару отправляться, там квестов побольше будет. Там больше фарма. Так. Ну давай. Схлестнемся. Иди сюда, сладкий мой. Так. Блин. Отвяжись, чувак. Так. Во, все. Да, видимо, нельзя вот ничего делать ни на маунт, сесть ничего. Herbalism Supplies. Так, сейчас начнем допрос, только я гляну, на что тут. А, понятно. Ну так бы и писали, то, что это для алхимии. Там только для травничества всего лишь, по-моему, сумка специальная. Все. Больше ничего такого. Так, ну конечно, с такими успехами, вот тут уже отлепился один ДД. Становится интересно, успею ли я докачаться по квестам до 79-го. Так что пока что еще придется даже подумать, идти ли в Хладару или нет. Так. Угу. Снова надо спуститься. Магистр Салранд. А, она инквизитор, не магистр. Это даже еще интереснее.
Так, ладно, ну тут, наверное, Дота его ее добьет. Да. Все, найс. Так, точно. Сундук главное не забыть. Дурацкие, блин, квесты, где не нужно лутать конкретного моба квестового, а нужно подождать, что с него что-то выпадет. Похожая фигня была еще же, ну, точнее, есть в квестовой цепочке за ДК. Стартовая цепочка, там, где нужно тоже Инквизитора, кстати, убить по совпадению. Только Алого Ордена. И залутать его кусок плоти или что-то типа того. Я так понимаю, это не одетый друид? Да, 20к всего лишь. Так что теоретически я могу за ДК его взять раз на раз. Такс. Ну вот. Вот и завершаем мы цепочку тут. Сейчас просто облетим, приземлимся, они вот эти сразу NPC просто сами сожгут врагов. Хотя в неработающих пиратских серверах приходилось самому сюда добираться, их завалить, открыть клетку и потом еще вернуться в башню, где эта магичка, архимаг Ванор находится. Именно там сдать, потому что она же еще заскриптована так, что ты ее приветствуешь, и она нас телепортирует. Именно она телепортирует, но в нерабочих пиратках такого не было. Она не будет телепортировать, нужно просто потом на самих двоих отправляться обратно. Вот, а здесь будет телепортация. Какое же было у меня удивление, когда я об этом узнал. Так, ладно, тут самое дорогое у нас ботинок. По квесту тут мы уже особо не оденемся. Так, ну я так понимаю, этот квест уже меня отправит в Хладару, да? Ну, точнее, следующий. Ну да. Если я буду брать следующий, то он меня отправит. Поэтому с этим мы пока что еще повременим. Сначала сделаю замеры. Так, где тут можно? Ну ладно, давайте тут спрыгнем. Так, а в целом, что я еще планировал-то? Тут сдать и взять квест, да. Отправиться в крепость. В гавани Муаки, там чисто пара квестов, они мне особо много чего не дадут. Ну да, в связи с этим, конечно, я могу отправиться в Хладару, попробовать хотя бы. Да, лучше сейчас причем. Хотя бы будет больше опыта. За выполнение квестов. Потом уже буду ниже левелом. Что там мобы тоже, по-моему, 70-го, 71-го левела, где-то так. Может быть, 72-го. Так, первый замер есть.
вторая будет попроще. Потому что он практически сразу возле квеста. Прямо тут вот надо будет просто прыгать, нырять глубоко и делать замер. Учитывая, что я друид, это будет просто. А вот это вот он такой противно, далеко нужно плыть. Учитывая, что нет флайформы. Второй не будет такой противный, он где-то, по-моему, здесь. Пещера Мурлоков. Стражники. На дракона, понял. Что, не дотягиваешься, да, бедняга? А, да. Дыхание под водой. Спасибо, братишка. Для друида это будет очень полезно. Так, ну что, мы плавно подходим уже к 77-му левелу. Ладно. Ну ладно. Так, давайте сначала поднимемся на поверхность. Там уже проверим. Так, подняться можно тут. Да. Так, тут вроде бы коротких путей нету, да? Тут мне, к сожалению, придется пройти сквозь этих недружелюбных товарищей. Ауч. Блин, столько кобальта, а? Вот уже 2 штуки вижу. Сейчас бы все это собрать. Как же обидно на все это смотреть, когда ты не можешь собрать. Так. Librarian Garden. Это Umberledge, One Suit. А, ну, третья часть, точно, точно. Полетели. Да, все-таки это тоже в итоге не так уж и близко. Место находится. Помню, что там деревня Мурлоков. И замер нужно сделать прямо вот в начале пещеры. И, кстати, именно там тусуется ночной эльф в костюме Мурлока. Король Мыргал-Мыргал. Он вроде бы друид, кстати. Это ночной эльф. Который проникся культурой Мурлоков.
Только не помню, он, по-моему, не на этом береге сидит, а он где-то там, справа, вроде бы. Не помню. Или? А, тут захваченные дети. То есть они совсем поехавшие уже от этой болезни. Так, а там мирные мурлоки. Быргал-мыргал. Ахл-грл. Блин. Ладно. Неважно. Я не мастер этих языков. Так, надо быстренько сделать замер и просто свалить. Я бы, конечно, с радостью включил бы форму полета, чтобы просто взлететь и свалить, но, увы. Так. Замер сделан. Теперь погнали на скоростях. Поплыли. Так, а здесь вот, кстати, можно, по-моему, здесь вот, по-моему, подняться, да? Без проблем. Так, или нет? Слишком крутой подъем? Серьезно? Ладно, давайте тогда возле Мурлоков поднимемся. Пробежимся пешочком. Где здесь король Мыргал-Мыргал? Странно, мне казалось, он где-то здесь. Ну ладно. Пойдем тут по краю. Так, я так понимаю, придется снова пройти мимо этих раскопок. Да. Давайте, давайте, сбейте меня с ног. Бля. Че и этот драконит за мной погнался. Нормально. Ну вот, все 3 замера сделаны. Так, замеры есть. Что мне там по нагруднику? Может быть и правда попробовать все-таки сейчас пройти эти руины. Руины с клыкарами. Все равно пока как-то неактивно ищется группа. Танка все еще нет, уже 35 минут прошло. Сумки у меня как раз пустые. Только 2 шмотки пока что получил за квесты и все. Торопиться особо некуда.
потихоньку пробиваться. Ну, тем более у меня, кстати, стелс есть, если что. Блин. Это патрулирует. Так, а этот у нас кастер вдруг оказался. Решил сразу дебаф кинуть. Но не помогло. Так, тут давайте в стелс. Пока там все трэш-мобы откисли вот здесь вот. Потому что тут, по-моему, если я не ошибаюсь, должны быть тоже стражники. Пока никого нету, я быстренько их изучу. А, ну да, вот. Тут как раз делает квест игрок. Пусть делает, я ему мешать не буду. Надеюсь, он мне не будет мешать. Так, тут вообще на рыбалку паладин прилетел. Ну, хоть пока что как-то все относительно мирные. Понял. Какой же гандон, а? Чмошник. Такие игроки особым интеллектом, я смотрю, не отличаются. Так, тут еще вот вроде бы есть относительно. Да, вроде бы никто больше не сагрится. Так, 5 из 12. Давай вот этого тоже возьмем. Теперь давайте просто попьем. Нервать не хочу пока тратить на себя. Так, ладно, погнали дальше. Давай, давай, иди сюда лучше. Ты хотя бы меня не трогает. Я уже, блин, подумал, подошел ко мне. Чтобы завалить.
Я смотрю, тут уже потихоньку резаются мобы. Ну, нормально, еще будучи кастером. Еще вполне хорошо. Так, и незаметно для меня, кстати, я как-то не обратил внимания на полоску опыта. Апнули 77-й. Хорошо. Так, еще один кастер. Давайте мы вот это вот цепанем. Хотя он, наверное, с той гномкой придет. Да. Кинем сразу ходку. А, еще и это прибежала. Сволочь. Так, шмоток у меня больше нет никаких заготовленных, да. Тут просто прошмыгнем. Встался. Так, ну вот добили еще один талант, 3 очка вставили. Natural Perfection. Отличный PvP талант, мне кажется. И вот осталось как раз таки 2 пункта, которые я пока что решил закинуть в Improved Bark Skin. While in travel form or while not shape-shifted. Во. То есть дают еще бонус к броне, пока я не в форме эльфа. Ой, не в форме какого-то животного или в travel форме. Хоть какой-то бонус. Смогу нормально фармить, кстати. Так, надо фармить псов, насколько я помню, да, и этих. Реклеймеры. И лутать бомбы. О, а вот и данж. Понятно. Танк отказался сразу. Да, таких чертей еще поискать надо. Так, давайте-ка начнем этих псов фармить. Получается, сколько надо? 6 штук. Так, накинем вот эти квестовые шмотки вот сюда. На панельку сразу так будет удобнее. Так, сюда песики.
Блядь, ну ты-то зачем пошла ко мне? Неплохие удары, кстати. Гневом. Жаль, что вместе с псами эти вот гуманоиды тоже агрятся. Как правило, создания разного. Разные создания, типа, по происхождению, они не агрятся вместе. Допустим, животные гуманоиды. Зачем, допустим, условному медведю защищать какого-нибудь, не знаю, бандита? И в этом, к счастью, но есть какая-то логика. Кстати, я только сейчас понял, то, что можно кожу снимать. Так, ладно. Что у нас тут получается? Опять танк, да? Угу. Клево. Надо подойти, видимо, поближе. Так, одна платформа есть. Хорошо. Так, крафтсманы 3 штуки тоже есть уже. Шаманы у нас где? Там были, возле той статуи. Я и помню. Крафтсман... О, шаман, вижу. Правда, его сторожат там. И тут у нас тоже крафтсманы. Ладно, пофиг. Ничего не поделаешь. Куда это они бегают там? Так, сюда псы. О, резнулись еще. Вот так там и я и освобожу этих шаманов. Так, снимаем шкурки сразу. Ух ты, еще арктический мех. Это мне нравится. Эта штука хорошая. Орк, варлок. А, это тот же варлок. Интересно, он вообще квест делает или... Или что-то другое? Так.
Итак, все. Шаманы освобождены. Теперь осталось закидать бомбами эти платформы. Только надо добраться ближе. Так, где-нибудь здесь вот с утеса. С утеса Кастерли. Так. И теперь еще ту платформу. Так, стелс есть. Все, погнали дальше. Так, а здесь вообще как-то пусто, кстати. Можно и так пробежаться. Ладно, почти пусто. Давайте, может быть, отсюда. Дотянешься? А отсюда? Тоже нет. А отсюда? О, есть контакт. Все хорошо. Так, теперь клыкарские реликвии надо пособирать. Это вообще, по-моему, никаких проблем. Так, тут внизу обнаружил тоже. Так, а здесь в углу нету? А вот, есть. Так, где-то еще можно залутать такие чисто бесплатные, чтобы не привлечь внимание. Так вот, перед носом. А, ну, это... А, все, мне же по квесту уже все. Хорошо, ладно. Куратора завалить надо, это... Того ящера. Окей, без проблем. Уберем нежелательное лицо, без всяких вопросов. Без смс-регистрации. Меня-то зачем? Какой-то дебил просто взял да напал. Resurrection Sickness, я так понимаю, у него там была. Поэтому толку никакого не было.
Ну, давайте. Рокайте мне данж. Только нормально, пожалуйста, я не хочу в Nexus, например. Потому что, скажу честно, я не помню. Точнее, я не знаю, как хилить. Вот надо было... Сразу сбивать меня с ног. Так, целых 2 ДПС, да, не подтвердили? Черти. Какие-то, блин, конченые ублюдки сегодня, я не понимаю. А, фигня, по-моему. Крепость... Гундрак. Хорошо. Хорошо. Этот данж мне понравился. Я есть Грут. Так, звук мы отрубим. Так, а у нас 80-х нету. Окей, нормально. Получается, сегодня, наверное, только один данж и смогу пройти. Из-за дополнительного бонуса к опыту. За прохождение и все такое, чтобы, ну, мало ли, не переполучить опыт. Слишком много. Какое мету? Я тут Грут. Посмотрим, как дело пойдет на самом деле. Может быть, даже 2 получится. Безнаказанно пройти, скажем так. Условно говоря. ЛС? Как так? Transformation cooldown. Прикольно, на самом деле. Вот, правда, звуки, они очень громкие. ДПС катастрофически не хватает нам. Как-то уж очень мало ДПС-а. Не по нраву мне это. Блин.
Вообще потянем. Good luck and have fun. Да, надеюсь. Так, ну этот босс хотя бы относительно слабее. Про вот того предыдущего. Тот, видимо, успел превратиться в мамонта, а наши не умеют забивать. Каст. И поэтому мы сильно пострадали из-за этого. Тут он хотя бы наносит немало такой урон. Но по сравнению с предыдущим, конечно, боссом, выживаемость была у него куда ниже. Но этот танк, кстати, додумывается на себя заранее накинуть ходку. Хотя бы одну. Так, ну что? Все нормально? Живем. Ну, хотя вчера, если не брать во внимание 80-й левел, то, ну, вот тот, допустим, паладин танк, вот вообще хорош был. Держался молодцом. Этого, ну, пробивают. Они еще на луже стоят, по-моему, да? Такая себе тема. As real as it feels, I'm aware it really goes on. Снимаем шкурки. Кайф. Нигде не буду упускать возможность снимать шкурки.
Помогите. Ну такое себе, да. Stupid мяу. Прикольный ник. Так, пьем. За здоровье друида. А, на меня еще иннер накинули. По ошибке или? Вот в чем вопрос. Потому что мне сейчас иннер, допустим, не нужен. А я что-то не понял, почему он не держит-то агро? Чувачок, держи агро. I might have a bad keybind. А, да? По-моему, бинды здесь вообще ни при чем. Я, конечно, не подстрекатель, но все же. Так, надо бы ману попить после этого файта. А что, кстати, за Нарычи? 76 левел, хит-рейтинг. А мне с лутом... А, ну я лук выбил, который мне абсолютно не нужен.
Что-то мне раньше не сказал, то, что он тоже курку снимает. Ну ладно. Так, сейчас посмотрим, как Мишка удержит агро. Накинем сразу такие мини-ходки. На себя тоже. Экстра босс. Не-не-не, спасибо. Так, живи, гном. Да, забавно, у Мишка 17к хп. Но что-то проседает довольно сильно. И агро не может нормально заряжать. Тоже сколько раз. Так, это предпоследний, получается, уже босс. Да, надо было фулману выпить, ну ладно. А, да? Это что? Как wait. Опять я в стане. Блин. Жесткач, конечно. Я не знаю, это надо было, наверное, диспелить все яды. Или это ады какие-то. Я не знаю, что-то как-то много адов появилось у босса. Чрезмерно много. Хз. Впервые, на самом деле, такое вижу. Да, возможно, потому что яд довольно быстро стакался. И поэтому появляется стан. Так, ну что ж, тогда в первую очередь будем снимать яды, а потом уже хилить. Как просто написать. Я есть Грут, и все. Отстаньте от меня, я не знаю.
Давайте, пацаны, резче. Что тут ждать? А, он почти. Ну как, не. На самом деле, не фуловый. 4 шмотки, 3. 3 фамильки у него. Давайте, погнали. Бурстуйте, пацаны! Нормально. Сайзит. Сайзит. Хорош. Ауч. Хватит меня бить. Так, пора попить. Так, давайте накинем 3 раза на него. Лайвблом. Ну, в целом неплохо, на самом деле. Один вайп, ну, не страшно. Главное то, что команда позитивная. Никто не токсит. Вайпнулись, ну и вайпнулись. Ну ладно, с кем не бывает. Ой, фак. Кажется, меня стукают. Да, вот эти, конечно, носороги, они тоже не слабые. Шкурим, шкурим. Еще один арктический мех. У меня уже получается их 3 штуки, да? Два тут, один в банке.
Сало? Это оказывается сало. Я думал, это просто очередной дебаф на атак power, не более. Так, пьем. Ну что ж, давайте, ребятки. Так, ну этот босс... О, ну там просто не нужно стоять на этих на мечах. Так, ну это апгрейд для меня, пофиг. В целом нормально. Так, что мне тут осталось? Освободить души. Я зарегаюсь еще на один данж. Но потом уже, наверное, все. Потому что я смогу переборщить тогда. Мне кажется. Кстати, колечко, да, я его не выиграл. Лук прикольный, да? Да, луки тут довольно прикольно выглядят в личе. Так, пройдемте дальше, господа. Так, там выглядит больше свободно все. Давай, старейшина, так, Ред. Отправляйся. Ну, в отпуск. Так, а у нас тут... ну, придется разбираться. С этими неписями. Да. Ну ладно.
Или паладин разберешься? Не хочешь? М? Давай, иди, иди. Вперед. Хорош. Хороший мальчик. Так. Блин, зря бериловый маг подошел. Надо было стоять там и кастовать, чтобы потом он пришел. Паладин сюда и сагрил бы остальных двух. Так. Давай, забери еще вот этого тоже пса. Пожалуйста. Да? Молодец. Молодец. Хорош. А, хорош. Ладно, давай я тебе. Накину. Ходки. Все-таки я тоже как бы не хочу быть полным таким человеком-какашкой. Незримо для него воспользовался его услугами. Так, поделился хотя бы бафами. Ну, он тоже на меня кинул касочку. Универсальный баф, на самом деле. То есть, если не давать специфически, то, ну, каска тоже сойдет. Такс. 15 маны в секунду. Spell Power 35. Интеллект. Кстати. А почему бы не попробовать? Давай ради эксперимента. Проверим, как она сильно повысит мою скорость каста. Допустим, регров 1.77. 1.79. Но... И тут тоже в 2 единицы разница. А мана реген. Тоже в 2 разница. Ну ладно, потом при первом же подходящем случае заменю каким-нибудь лутом из данжа. Так. Ну вот, получается, тут мы закончили с клыкарскими квестами. Сделаю для галочки первый квест на Хладару, чтобы туда отправиться, открыть точку полета. И потом отправлюсь к тренеру в Лунную Поляну и обратно в Долоран. Ух ты, никого, ну... Чё себе, никого в очереди. Ну ладно. Так, кожу скинем на всякий случай. Ткань тоже. Тут у нас ничего больше такого нету, да? Да, все остальное я продам. Полеты, кстати, могу изучить. Потрачу свою тыщенку. Не придется бегать пешком. Так, насколько я понимаю, эта способность меня автоматически не превращает в кота. Я даже сейчас ради прикола попробую ее использовать. Если нет, то на 6 смогу поставить какое-нибудь заклинание.
К слову, а почему бы и нет? Правда, вот какое? Так, допустим. Ну да. Давайте мишку поставим. И здесь точно так же мишку. На случай танкования урона. И в мишке у нас будет стан на 4. Хорошо. Так, ну, на всякий случай я сразу же возьму все квесты, которые здесь доступны. Также я помню, что с крипов тоже выбивается один квест. Также здесь сразу берутся квесты на Nexus. Ой, на... Какой там данж? Неважно, в общем. А, ну да, Nexus. Тот, который я не хотел, это Oculus, оказывается, называется. Точно. Я перепутал. Блин, какие же дорогие билки. Причем по большей части я обучаюсь дальше. Все еще продолжаю обучаться ферал почему-то обилкам. И лишь одна Restoration ветка, это Regrowth. Неплохо так. В кавычках нет. Так, ну сейчас, конечно, да, ситуация щекотливая. Что у нас тут по коже? Мне нужно Thick Leather 5 штук только. На этом захотане немножечко пофармил, как бы, ну, нормально. Так, ну что ж, пора тратить деньги. Блин, 1000 золотых. Не хочу с ними расставаться, но... Ничего не поделаешь. Поставим сразу несколько точек полета. Я тут вспомнил, тут же есть, по-моему, полезный лут у колуаков, как раз-таки у клыкаров. Помимо того нагрудника, для начала, который я заменил, у них, по-моему, есть одноручки. Неплохие. Ну и, разумеется, потом буду еще мониторить гайды. По Restore Друиду. Посмотрю, какая шмотка все-таки лучше. Потому что у Колоков это всего лишь один из примеров. Там за арену Золдараки тоже неплохие шмоточки дают, но кто знает. Эх, 1300. Грустно.
вторую 1000 попытаюсь сохранить максимально для своего второго друида, который будет фармить травы. Потому что, насколько я понимаю, металл вроде, да, он хорошо продается на аукционе, но конкуренция порой просто нереальная. Я еле успеваю собирать нужный металл для профессии. Что ж там говорить на продажу. Но с другой стороны, ладно, за пределе еще. Металлы из-за пределя тоже пока что ценятся так довольно неплохо. Но с другой стороны, я и не знаю, какая конкуренция на травы, потому что я еще не пробовал даже. Но зато я цены видел. В чате, по крайней мере. Мне кажется, они ценятся куда лучше. Ну ладно, полетели так, пофиг. Блин. Так, по данжу. Значит, 2 ДПС уже есть. Хорошо. Так, репутация. Скулак у меня как раз уже Honored. Хорошо. По-моему, там как раз-таки этой репутации достаточно. Там не нужно. Какая там Revered. Как она там по-русски, я не знаю, переводится. Надо будет еще этот мусор весь продать. Но его тут немало. Хоть и денег с него особо не выручишь, но несколько голды будет. Учитывая, что тут и оружие тоже. Всякие разные. Вон лук, случайно выбитый. 9 голды. Да, выглядит он солидно. Постараюсь играть через луки. Значную эльфийку. По-моему, самые эстетично выглядящие охотники, они как раз таки именно лучники. На мой взгляд. Арбалеты, ну, по-моему, это вообще самое помойное. Ружья еще, ну, можно кое-как оправдать, потому что это выглядит, там, я не знаю, круто в стиле киберпанка. Ну и плюс это оружие для дворфов, охотников, потом и для гномов. А вот арбалеты, они чисто, наверное, все-таки больше... Ну, хотя для хуманов тоже, наверное, больше оружия подходят. И луки. Тот же Натана с гнилостью, он тоже с лука стреляет. Хотя арбалеты тоже, они, по-моему, больше подходят именно людям. Потому что все-таки люди именно обучают стрельбе из арбалетов. Но все равно как-то арбалеты для ханта такая себе тема. Я привык, то, что арбалет это такое оружие дальнего боя, с которым ты стреляешь очень редко, потому что долго заряжаешь, но выстрел мощный. То есть, ну тут у меня, правда, уже исторические отсылки. Поэтому тут мне, к сожалению, сложно сопоставить это с Варкрафтом. Так, я смотрю, у кота, да, у него свайп появляется где-то вот ближе к последним уровням. Только первый ранг, я смотрю. Наносит 250% урона от оружия. Интересно, много ли это? Но смотрю, он всех рядом противников бьет. Так, квартирмейстер. Все-таки для оружия как раз-таки нужно Revered. Так. Ладно, давайте сначала продадим этот мусор весь.
Что у нас тут по нагрудникам? На кожаных нагрудников толком нормальных тут нет. Угу. Повышает спеллпауэр и дух. Не знаю даже, брать или нет. Пофиг, наверное, не буду брать. И так уже слишком мало у меня хп. В пользу маны. Так, ладно. А вот это вот у нас. То есть, получается, я буду лишаться лишь духа? И все. Тут хаста 32, спеллпауэр 314. Блин, мне надо фармить репу. Мне надо фармить репутацию. Половина уже есть. Блин. Ну что ж. Ну, есть еще дейлики, к счастью. Чуть-чуть там можно будет еще Борейскую тундру вернуться, сделать дейлик. Здесь, по-моему, тоже дейлик по спасению псов или припасов собирать, не помню, который из них дейлик. Ну и плюс еще в других локациях есть поселения клыкаров. Допустим, я их вообще, по-моему, первый раз в своей жизни увидел не в Борейской тундре и не в Драконьем погосте, а первый раз в жизни клыкаров я увидел в Ревущем фьорде. Их вот городок Камагуа, это, наверное, был самый первый, который я увидел. И вот именно он мне запомнился. И там я делал квесты. Их тоже там было чисто парочка штук. И это было, правда, очень давно. Может быть, как-то ради ностальгии стоит туда вернуться, попробовать поделать их. Кстати, а вот и черепаха подлетела. Подплыла. Пофиг. А почему бы нет? В какой-то веке черепаха приплывает. Когда, блин, не надо. Крабовые ловушки. Прикольно. О, еще одна черепаха. Офигеть, блин. Просто две черепахи одновременно. Вот это плывет в Унупа. Прощай. А вот это поплывет в Камагуа. Для меня это целое путешествие тогда было в детстве, в подростковом возрасте. Когда первый раз туда отправился. Было прикольно. Так, а вторая тринька у меня какая? А, у меня до сих пор это. Тогда их поставим так. Вместе в ряд.
Да, блин, это тебе, конечно, не бежать по воде и не плыть. Это другое дело. Не так быстро, конечно, как лететь. Хотя плывет, мне кажется, тоже с примерной скоростью. С помощью своего собственного летного транспорта, конечно, можно просто напрямую, допустим, вот так вот лететь, сократить. Так вот. Хотя здесь он тоже особо так не поворачивает налево и направо, как воздушное такси. Но я думаю, на каком-нибудь драконе было быстрее. Тут он, да, допустим, вот оплывает вот эти вот ледники. Так. Ну мы уже давно тут, оказывается. Уже почти приплыли. Мы уже в ревущем фьорде. Вон уже, кстати, походу, Камагуа. Да. Приплыли. Да, вот это вот я понимаю. Условно говоря, деревня детства. Такс. Low-level квесты. Only one. Так, ну вот этот квест я помню, да. Типа собрать мясо вот этих вот баранов. Как правило, я их фармил вот тут вот. Странно, только их как-то мало. Вот слово совсем. Чё-то я не понял. Даже виверны здесь есть. Ну ладно. Эти как раз закончили свой бой. Давайте их завалим. Если не ошибаюсь, по-моему, бывало так, что они прям стадами стоят. Ля, воздушный дракар. Он как раз таки до Камагуа, по-моему, спускается. Так, тут, по-моему, где-то был один, да? Мне казалось. Может быть, это вот этот был? Ну ладно, чуть что там по левой стороне от Камагуа тоже есть. Поляна. Чуть что смогу там тоже подлутать. Так, что у нас тут? Угу. Снова ждем танка. Ну, давайте. Пока что ждем.
сколько опыта получаешь? 115 тысяч. Ага, тут прям миллион уже надо. Тогда, по сути, ничего такого. Надеюсь, то, что это показывает, кстати, уже увеличенный в 7 раз получаемый опыт. Так, ну вот, 6 кусков мяса есть. По-моему, еще был квест на Виверн. Мне почему-то казалось. Типа 3 штуки зафармить надо. Если не ошибаюсь. По-моему, не было так, что прям только один квест тут был. Так. Да, вот. 3 рога. Химера. Их я фармил тут. Так, ну это будет быстро. Их только 3 надо, к счастью. Люблю, когда такие квесты есть. Когда не нужно там условно, я не знаю, 15 или 20 штук кого-то зафармить. Это прям реально бесит. Тупой грайнд меня просто раздражает со временем. А тут чисто так символических. Там 6 штук. 10 еще, ну ладно, 10 может быть. Все зависит от того, насколько локация загружена игроками, а здесь практически никого нету никогда. Вон там, тут только вот возле мастера полетов один чувак в ФК сидит. Наверное, тоже полагаю, что его никто не тронет. Из-за непопулярной локации. Может быть, мало кто знает или помнит. То, что здесь тоже есть лагерь Клыкаров. Тут, по-моему, даже есть их интендант, да, он находится отдельно. Я даже через него и покупал, по-моему, шмотки первый раз, когда познакомился с этой фракцией. За репутацию именно вот того интенданта, а не в Гавани Муаке. Так. Go to Iskal, Slay, 8 Northeast Slavers. Окей. Вот это вот я уже хуже помню квест. Но вроде бы я его тоже выполнял. Ладно, погнали. 8 штук тоже не так уж и много. Тем более локация красивая, мне нравится. Так, а что там по репутации, кстати? Ну, пока слабовато. Надо будет еще и делики поделать, и в Гавани Муаке тоже все сделать. И то, мне кажется, даже не хватит. Крейст, North Sea Slaver. С ними что-то случилось, по-моему, по лору. Они сошли с ума или что-то типа того. Вон корабль даже в молнии. Но лором именно вот этого всего дела я не интересовался.
Так, Иннервейт у меня уже готов, да? Хорошо. Так, двоих саграл, но не страшно. Так, получается еще два, наверное, осталось, да? Slain to Scar. Видимо, какая-то портовая деревенька была у них. Которые захватили эти бешеные пираты. Пираты северных морей. Прикольно, тут еще эти плавают. Касатки. Я заметил, кстати, то, что есть вот пираты North Sea, а есть еще South Sea. Они вот как раз-таки, по-моему, где водятся? Во Вьетнаме, по-моему. Поэтому, по-моему, даже среди фанатов появляется теория о том, откуда все эти пираты берутся, где они там бороздят эти все моря, и, соответственно, что находится на другой половине озера Рота. Может быть, какие-то скрытые локации и так далее. Тут же якобы там по лору появляется знаменитый пират, там какой-то ночной эльф. Не знаю, сильно не вникал, потому что последним лором я уже не так сильно интересуюсь, учитывая то, что Близзарды уже все чаще и чаще его изменяют. Так. Дальше. Угу. Доступен квест там. Хорошо. Ага. Travel to Moaki Harbor. Ну что ж. Так, ну я так понимаю, ничего мне тут ждать. Черепашку. Полетим. 70 серебра. Да, я так понимаю, во всех побережных лагерях Клуака чисто так символически несколько квестов. И потом они тебя перенаправляют в их главную, я так понимаю, главное поселение, гавань Муаки. Потому что точно такой же квест был в Борейской тундре. Я так понимаю, это их, наверное, центр. Какой-то там определенный. Центр торговли хотя бы, потому что город, который на горе находится рядом с этими волчерами, он же полностью уничтожен. Практически там ходят всякие только обезумевшие клыкары и их трупы. Духи. По квесту туда тоже надо будет отправиться. А так, если посмотреть, то поселение довольно немаленькое. Крупнее того же, не знаю, Золотоземья. Которые сделали в итоге в релизной версии позорно маленьким. Для меня вот просто Золотоземье это культовое место, которое, к сожалению, ужасно маленькое. Просто в центре находится одна кузница и таверна. Все. Там разве что рядом недалеко домик на побережье у озера, который я особо уже не отношу к самому Золотоземью, кстати. Но я не знаю, как на это еще посмотреть, с какой стороны. Но в целом, мне кажется, именно само Золотоземье это вот та кузница и таверна. Я бы добавил там еще парочка домов. Хотя бы домов именно. Без всяких там военных сооружений.
Так, ну что, пора поделать тут квесты тогда. По репутации хватит ли? 7830. Но репутации немало капает за каждый квест, учитывая, что это X7. Посмотрим. Возможно, и хватит. Если сделать все квесты, которые есть в гавани Муаки. Включая на спасение этих духов, на акулу, что-то еще с волчерами связано, и крабовые ловушки. Ну и плюс, ладно, дейлики тогда уже на крайний случай остается. Сегодня смогу еще сделать хотя бы один дейлик. В Борейской тундре. Так, ну я так понимаю, тут то же самое, да, мне дают. Ну, тогда просто продам. Так, и продолжим. Танка все нет и нет. Ну, если я апну уже 79-й, я, наверное, тогда уже отменю поиск группы. Именно рандомный. Может быть, тогда какие-нибудь конкретные данжи чисто вот выберу. И все. Ух ты. Пошла очередь банов. Не, ну так и надо. Ботов так и надо разбирать. На запчасти. О, очередная руда кобальтовая. Так, давайте сразу, наверное, сдадим этот квест. Чтоб не маячил. Так, кровь Логуна. Ага. Получается, Дейлик это, наверное, на спасение тогда собачек этих мелких щеночков. Snowfall Glade Pup. Получается. Как хорошо, что можно вот так вот их и выйдить. Так, ладно, к тому не полезу. Бамс. И заевейдил. Вузер. Так, а Логун где-то чуть дальше. Вот ты где. Сюда иди. Да, ну тогда я займусь просто квестами. Та же арена в Золдраке. Она здорово апнет опыта. Хотя пока я тут, наверное, буду делать все эти квесты, я уже получу 79-й и все. И арену в Золдраке уже я смогу проходить с заблокированным получением опыта. Надо будет в Штормграде
это сделать. Так. Сделаем омовение кровью. Где она тут? Спопар 29. Меньше. Так, и вот, доступны сразу следующие квесты. Так. Ну. Ладно, по-моему, так надо. Окей. Пофиг. Да, вон разрушенная крабовая ловушка. Она стартует квест на акулу. Ну и сам квест вот на крабовой ловушке 8 штук надо будет залутать. Тем временем репутация, кстати, уже почти нужная. Почти 100, почти 12к. Так что я думаю, даже не надо будет делать все квесты. Но ради опыта, я думаю, уже можно. Они не такие сложные. Я разве что не буду, наверное, делать тогда на этих, на духов. Это вот, который сейчас вот я стартую. Я вот этот вот квест сделаю. Потому что, ну, он легкий. Я просто в режиме АФК летаю. То есть это клон квеста, который есть в Зангармарше за друидов. Там то же самое надо сделать. Ты просто летаешь и исследуешь все озера, из которых высасывается вода, выкачивается. А здесь просто наблюдается деревня Индуля. Которая вот, кстати, по размерам довольно большая. Здесь озеро. Я так понимаю, из-за магии они были прокляты. А жаль, кстати. Не люблю то, что в Варкрафте любят много уничтожать, много делать руин. Тут, наверное, больше самих руин, чем непосредственно каких-то вот таких вот масштабных именно поселений. Было бы неплохо, если бы, допустим, хотя бы на протяжении каких-то вот аддонов разрабы додумывались бы перерабатывать старые локации до такой степени, что, ну, типа, вот прошло определенное количество времени, и вот, допустим, тоже условное племя Калуак восстановило деревню Индуля. Когда развеялась там магия, вот эта вот тайная магия синих драконов. И так далее. То есть, разумеется, оставить старую версию, либо поставить вот бронзового дракона, который, допустим, стоит в выжженных землях, благодаря которому можно менять либо актуальную версию поставить выжженных земель, либо старую версию. И точно так же можно сделать здесь. Либо просто когда качаешься, допустим. Здесь пусть будет старая, а потом уже когда ты актуального левела, можно сделать обновленную версию. Но лучше, наверное, первый вариант. То есть, когда просто появляется дракон времени, ты сам выбираешь линию. Блин, зря я согласился. Так, что там по репутации? Может быть, я уже пробил потолок? Не, чуть-чуть. А если я сейчас сдам, кстати? Блин. Violet Hold.
Ну, что ждем? Погнали. Стартуйте. Надо договориться с охранником, она выведет стражников, и все. Так, ну что ж, надеюсь, что я не пробью потолок до 80-го левела. Блин, как же задолбали соседи, которые курят там. Просто травишься постоянно. Говорить невозможно, сразу же голос перешит. Я так понимаю, у нас еще один псевдобаланс друид, да? Который у нас балансит, да. Через рестор ветку. О, хоть с кого-то могу снять шкуру. Наручи, кстати, неплохие. Я бы, наверное... Да, я бы взял их. Но, да, забирает их друид. Другой. Такс, кого он освобождает? Водяного. Ну, давай, схлестнемся. Что произошло? Что-то я вообще не заметил, как его барьер развалили буквально в хлам. Ну ладно. Претензий все равно никакие не могу
высказываюсь. Это было бы очень глупо с моей стороны. Я думаю, танк просто его практически ваншотнул. Только что он на меня агрится постоянно? Вот в чем беда. Не стукай меня. Так, ну это для Ферала, это не для меня. К сожалению. Портал через 8 секунд. Блин, прикольно все-таки аддон. Курва. Ворует мою кожу. Да вы что, издеваетесь, что ли? Еще и хан тоже? Блин, 3 кожевника. Ну, точнее, те, которые снимают шкуру. Понял.
to stay is not what we aim for. Secrets unravel, carried by streams. We learn not to settle. Leave all your friends, hold my hand. Before dust has veiled traces, so the rapture never ends. Packed our belongings, already 1,000 miles away. Only ashes will remain when you get this letter.
club, our phones on silent. I'm worried sick, but you don't give a fuck, and my dad won't mess you up. Gotta take my balls and run, yeah, yeah. And I won't miss too much. Baby, share letters to remind us both of good times. And I'm feeling used, 'cause for you it was just pure fun. So call me back, don't even try to text. Better meet me back for Uber Black. I said I'll pick you up at 8. You probably won't be awake. Call yourself an Uber, babe. I'm gonna wait. I'm gonna wait. You don't give a fuck. I said I'll pick you up at 8. You don't give a fuck. You probably won't be awake. You know I've seen your darkest place. We trade